Ну что, ребята, 12 часов, с вечера не передавали дождь. Ну вот можете видеть за мной, идет хорошая полоса. Посмотрел по картам осадок, там радар на Гисметео. Показано было, будет обходить стороной, но сейчас меня накроет. Решил немножко заснять. Смотрите, какая красота идет. Уже все спрятал, упаковал. И буду ждать. Было несколько поклевок мелких до обеда. Потом вот в обед, перед обедом оторвало хвост у свинга барракудовского, на которого начал ловить с утра. Тоже перебирал цвета. Ну и пока вообще глухо. Ребята катались, тоже знакомы с эхолотом. Как бы окунь стоит, видит, но не хочет браться. Ну вот такая погода. У меня еще думал ехать завтра. Вчера думал ехать или не ехать, но решил все-таки поехать, поскольку не передавали дождь. Ну вот такая красота. Так что все, друзья, буду пережидать дождь, буду, может быть, бросать попутно. Ну, если распогодится, тогда все вам покажу. Так что ждем хорошей погоды. Всем привет! Очередное видео. Давно не было видео на канале, но на это были свои причины. Не было времени на рыбалку выбираться. Но вот сейчас немножко тут есть свободного времени, свободные выходные. И вот решили выбраться на озеро со спиннингом. Ну и попробовать половить окуня, посмотреть, как вообще обстоят дела, поскольку давно не были. Хотя ребята выбирались, немножко ловили, но была мутная вода. Думали, за пару недель вода станет немножко почище, но все равно мутноватая, поэтому рыбалка сегодня будет трудовая. Уже немножко побросал, поставил рака и тейлспиннер. Вот можете видеть, там вот даже на тейлспиннере вот трава начинает отмирать, все-таки дело идет к осени, но погода сегодня отличная, 25, конечно, будет тяжело ловить, и что жара, и плюс что вода мутная, но надеюсь, что-нибудь удастся словить, будем максимально выкладываться и ловить окуня, поскольку, я думаю, подберем ключ и что-нибудь словим. Вот, сегодня там с Александром рыбачу, он уже там уплыл дальше, вот, на точке. Но вот я сейчас пока разложился и поеду тоже сейчас искать. Так что все, друзья, не буду тратить время, думаю, сейчас что-нибудь по точкам поездим и найдем. Так что желаю всем приятного просмотра, ну а мы поехали искать окуня. Погнали! Первая поклевка, точнее первый окунь, поклевок. Поклевок было много, переехал на другую точку, и вот на рака очень давит, так приятно. Так, там якорь, хороший очень. Воспользуемся, наверное, подсаком. Ух ты, как он! На паузе. Такой паузу побольше дал. Ух ты! Может, даже щука, что-то такие. А нет. Грамм 800, а может и килограмм даже. Хороший, достойный окушок. На красного рака. Ух ты, какой. О, отличный размер, друзья. Смотрите, какой красавчик. На вот такого рака. Вот такой, друзья, смотрите.
окунь. Вот на такого рачка барракудовского. Сейчас сделаю фотографии. Вот. И может быть взвесим даже. Ну, думаю, грамм 800-850 в нем точно будет. Так что сейчас сфотографирую и взвесим. Все, или батарейка села, или что-то с весами. Не хочет вот не выключаться, вынял батарейку. Что-то не хочет. Жаль, конечно, но вот такой. Грамм под 800, я думаю, будет. Ну, вообще я взвешу и в видео вставлю вес его, когда приеду домой. Все, друзья, ловим дальше, не теряем время. Ну что, друзья, еще поклевка, думал, хороший, ну, такой грамм под 400, 350. Как-то неожиданно выскочил. Опа! Тоже на рака. Решил не менять, поскольку клюет. Ух, какой! Обдал меня холодной водичкой. Начинается жара. Ну, вот такой. Не крупный. Вот такой съедобный, приятный размер. Вот опять покажу рачка этого. Вот, видите, уже потрепанный какой. Может, даже придется менять. Сейчас посадим на кукан. И будем ловить тогда дальше. Ну, в общем, вот, друзья, покажу вам сейчас, на что ловлю. Я говорил, вот барракуда. Вот есть вот такая. Две одинаковых модельки у меня. Просто вот цвета. Ставил вот этот цвет. Но поскольку вода немного мутная, очень плохо видно. Даже немножко опускаю воду, и уже приманку плохо видно. И решил поставить вот такой цвет. Есть у меня там еще другие раки. Но вот эти, как бы, мне нравятся. Клешни такие хорошие. Игра, вибрация идет от них. Вот. Вот такие рачки. Так что, поскольку клюет вот на этот цвет, буду пробовать ловить на него. Экспериментировать, в принципе, не буду. Если уже не будет клевать, тогда будем что-то пробовать. Так что все, переставляю приманку свежую и ловим. Так что буду держать вас в курсе. Так, поехали. Ну что, ребят, есть еще поклевка. Неплохой окушок взялся. Поставил сексика. Тоже новая моделька. 10 сантиметров. Все не верил в нее, но вот сидим с Александром, тут экспериментируем. Сказал, что у него была поклевка похожая на сексика, что-то на пиявку. И я вот решил поставить. И буквально второй заброс сработало. Довольно-таки неплохой окушок. Первый был побольше, второй поменьше чуть. Но вот этот такой поприятней уже. Вот такой. Вот такой. Хороший. Вот, давайте покажу поближе нашего красавца. Вот такой окунек. Вот такой сексик новый. Все сегодня работают вот такие яркие цвета. Вода цветет, мутная. И более вот такие приманки, и сексик, и окунь. Ой, окунь, говорю, рак. Более такие пассивные приманочки. И вот окунь отзывается. Плохо видит под водой. Ну вот на паузе, наверное, какая-то вибрация идет, замечает. Вот, и происходит поклевочка. Хороший, красивый окунь.
Сейчас тоже сфотографирую, поскольку новая моделька. Тоже обещал, если разловлю, сфотографировать ее. Вот такой красавец. Ну вот, ребята, вот такой сексик, мясистый. Играет очень хорошо в воде на 8-граммовую головочку. Вот. Хвостик так играет, мясистый. Сейчас покажу, наверное. Буду потом еще пробовать вот на такой оранжевый, поменьше моделька. Ну вот, по окуню, по пассивному, тоже хорошая приманка. Рак, сексик. Так что можете взять на заметочку, приобрести. Ссылочки там все оставлю в описании. Если кого заинтересует, можете заказывать. Ну вот тоже вот в таких упаковках она идет. Вот, 2 цвета. Вот еще вот такой темный есть. Но вода, поскольку мутная, буду, может, осенью потом пробовать. Вот, 2 упаковочки вот таких тоже. Ну, по 2 цвета беру. Так что будем ловить, друзья, дальше, не тратить время. Я, кстати, сместился, когда словил 2 окуней, в другое место. И вот ничего не клевало на рака. Решил поменять сексика, и вот сработало. Так что в лидерах сегодня пока вот такие более пассивные приманки. Так что ловим дальше. Сегодня как раз открытие сезона охоты. На кого там? На гусей, уток. Кругом выстрелы. С утра тоже вот выплывали охотники на лодке. 5 выстрелов сделали. Ну, не знаю, было что ли нет. Ну, и сейчас вот долбит в стороне. Не знаю, будет вам слышно или нет, но кто рыбак и охотник, сегодня на охоте, озеро практически свободное. Ну вот, пользуемся моментом. Пока вообще глухо. Вот 3 окуня. Отплавал тут тоже порядочно. И 11 часов тут, дело к обеду. Решил перекусить такой. Небольшая собоечка. Салатик свежий, вот, колбаска пальцем пиханая. Хлебушек, чаек. Ну и печенюшка тут. Пока не клюет, решили туда перекусить. Вот. Красота, конечно. Самый такой перекусик легенький. Жарко. Так что сейчас перекусим. И будем что-то пробовать. Какие-нибудь еще приманки посмотрим, может, интересные есть. Яркие цвета. И будем экспериментировать. Рыба на кукане живая. Вот куканчик так, поплавочек гуляет. Это хорошо, потому что если была бы в лодке, уже давно испортилась. Стоит жара. Так что все, друзья. Сейчас попью чайку еще. Хоть и жарко, но хочется чайку. И будем продолжать ловить. О, что-то хорошее, друзья. Очень хорошее. Фрикцион вообще работает. Расслабленно. О, на паузе. Было таких 2 мелких тычка. Так, у меня кукан, там возьму подсак. Было 2 таких тычка небольших. Я подсек. Фрикцион зажужжал, пока камеру включал. Фух. Этого не было видно и слышно. Но, поверьте, ощущения незабываемые. Ух ты! Кабан какой! Фух. Жарко стоит. Пообедал, покидал и решил переместиться. Приехал. И поклевка сразу. Кабан какой! Ух ты! И оторвался. Сейчас будем с подсака доставать кабана нашего. Вот это кабан на сексика. Опа. Сейчас, ребята, все покажу вам. Подсак не утопить. Закреплю. Ух ты.
Вот такой, друзья, смотрите. Красавец. В пиявках стоит. Вот такой. Красавец. Не знаю, отсвечивает солнце, не видно. Вот такие у нас кабаны, друзья, поклевывают. Одно удовольствие таких ловить. Ощущения такие. Вообще класс. Может быть, крупным планом покажу пиявочки. Вот, смотрите, на голове. И тут еще вот на теле. Переверну. Уползают пиявки. Сейчас покажу вот тут. Наверное, будет видно. Мне просто плохо видно, отсвечивает камеру. Вот. Ползают по телу. Класс. И вот разорвала губу, оторвалась. Сейчас покажу приманку, на которую я словил. Ну, вы видели ее, но все равно покажу еще. Может быть, кто-то перемотал сначала. Будет, думаю, полезно. Ну, в общем, вот, друзья. Sexy Impact. 100 миллиметров. Вот такой, в таком цвете. Ну вот, работает неплохо сегодня, поскольку вода мутная. Ну, не верил, честно, я. Приобрел, как бы, размер большой. Были у меня маленькие, там по осени ловил, но Sexy Impact, приманка, конечно. Много кто ее хвалит, но нужно поверить в приманку, просто ловить на нее. Смотрите, какой мясистый хвост у нее. И вот раки, друзья. Вот. Ну и так, может, немножко поговорим по поводу приманок. Приманок вообще, друзья, много вожу с собой. Вот, целые пачки, тут упаковки, разные модели. Но исходя из небольшого опыта, общения с другими рыбаками, как бы вот самые ходовые модели по окуню. Если кто собирается ловить, это вот сексик. Можете брать и поменьше есть размеры, там вот средние, и вот что вот самые большие вот я приобрел себе, как бы, ну, смотря, все в зависимости от какой окунь на вашем водоеме обитает, от размеров. Конечно, мелкий окунь не будет, там большую приманку есть, ну вот что-нибудь в плане такого. По ранней весне и по осени, вот сейчас все-таки дело уже идет к осени, вот. Ну и плюс помутно, если такой окунь пассивный, вот неплохо. Такие вот раки идут. Изи шайнеры. Также по окуню неплохо идут вот тройки. Ну, можно и побольше брать. Ну, вот у нас 3 дюйма, как бы, вот неплохо отзывается. Цвета тоже разные должны быть. Там фиолет, машинка, что-нибудь такое. Ну, также тиога неплохо себя проявляет в разных цветах. Там тоже фиолет, лох. Ну, вот такие распространенные цвета. Вот, видите, вот у меня практически вот эти модели, вот, которые я цвета называл, вот они и лежат, просто разные модели. Также вот еще раки, тоже все зависит от местности, водоема, где ловите. Если где-нибудь песчаное дно, вот у меня были раки барракудовские тоже в том году, такого коричневого цвета, вот на песчаном дне, вот хорошо как бы проявляли себя. Ну и также вот красного цвета вот тоже ловят. Вот также в мутной воде вот оранжевый цвет неплохо себя проявляет. Ну, вообще основные модели, если там, чтобы не возить вот такие упаковки с собой лишнего, берите сексик, тиошку, изи шайнер и свинга можно. Вот эти такие самые популярные модели, не ошибетесь. По поводу давайте еще веса. Ну, там тоже каждый водоем индивидуален. Мы практически ловим от, ну, всегда ловим там от 8 до 12 грамм, как бы, по нашей местности, региону, как бы, этого достаточно. Окунь берется, не боится. Ну, много кто говорит, что очень большие веса. Можно поставить, попробовать еще, как бы, 6 грамм. Вот, но
Если он большие веса берет, зачем там мельчить, будет лучше отстукивать, и заброс будет более дальний. Там кто-то спрашивал, чтобы чаще клевал окунь, лучше уменьшаться в весе. Ну, не знаю, не проверял. Как бы на мелкие веса сильно не люблю ловить. Да и вообще. Вот самый оптимальный вес, там от 6 до 12 грамм. Приобретайте и пробуйте. Вот, сейчас я опускаю приманку. Вот, можете, сейчас покажу. Вот. Практически тут видимость очень плохая. Поэтому вот яркие цвета по мутной воде. Погодка такая классная. Ну, хорошо, что поднялся небольшой ветерок. Будем сейчас немножко с ветерком будет обдувать, будет немножко полегче ловить. Так что все, друзья, заканчиваю на этом и ловлю дальше окуня. Надеюсь, может еще что-то будет. Время к 12, как обычно. В такое время начинаются выходы, так что не теряем время и ловим дальше. Вот, друзья, еще какой-то небольшой окунек. Сразу первый заброс после этого крупного. Ну, тоже такой неплохой. Можно в коптильню закинуть или посушить. Такие размеры хорошенькие. Вот. Так что начался выход. Будем ловить дальше, пробовать. Так что, если что-то будет еще интересное, ну, мелочь показывать больше не буду. Если что-то более крупнее, так что продолжаю ловить дальше. Ух, очень жарко стало, невыносимо. Ну и что-то точка молчит. Вот сегодня с каждой постановки новый или одна поклевка, или один окунь, вот, или какие-нибудь тычки, что-нибудь вот такое. Если окунь есть, он себя проявит сразу. Ну и как еще, если кто будет заниматься, хочет, самый такой надежный вариант — это прийти на точку или приплыть, встать, взять, одеть там самый крупный размер приманки, который есть по окуню, и обкидать так по кругу. Если есть хороший окунь, он сразу себя проявит. Оба, и как раз поклевка так не крупно сошел, небольшой окушок был. Он себя как бы сразу проявит. Если там будут какие-то тычки, поклевочки, ну тогда стоит уже уменьшаться и пробовать дальше. Если точка глухая, там 5-7 забросов по кругу, ничего нет, смысла задерживаться нету. Лучше больше постановок сделать, переехать, чем стоять вот в одном месте, долбить и кидать. Если там какая-то активность была, там потом затихло, уехали, ну, можно приехать попозже. Обычный выход с утра, ближе к обеду, и там после обеда часа 2-3, сколько ловим. Вот. Ну, вообще каждый водоем индивидуальный. Не будет клевать одинаково на всех водоемах. Нужно подбирать свои приманки, блесна, проводки. Но если не лениться, то результат всегда обязательно будет. Никуда я, ребята, не уехал. Решил попробовать поменять приманки. И вот сейчас, про что я вам рассказывал, сами и увидите, что все, что рассказывал, как бы работает. В общем, вот, Тиога. Фиолет не ставил, пока не пробовал. Но пока яркий, поскольку, повторюсь, вода мутная. До этого бросал тейл спиннер, там был маленький окушок, отпустил сейчас, ну, увидите.
Ну и вот поставил вот тёгу. Вот, тоже работает. Вот, пожалуйста, окунь. Так что сейчас крупным планом еще покажу. Посмотрите вот эти все приманки, как бы, кому интересно, приобретайте. Этого будет достаточно, чтобы начать рыбачить. Ну, а потом уже, может, появятся любимые модели еще какие-нибудь. И уже сами будете там от своего места, где ловите, выбирать модельки. Ну, а мы, друзья, ловим дальше. Ну вот, ребят, ух ты! Еще окунек на тёгу. Под самой лодкой не успеваю, просто камера включается. Ну, попробую сейчас, может быть, онлайн. Пускай попишет камера. Ну, батареек просто может не хватить. Вот, поэтому вот даже Александр ругается, приехал. Так что все, друзья, ловим сейчас. Отпускаем на кукан. Зажрало, конечно, конкретно нашу тёгу. Ну и ловим дальше. Ну что, ребята, есть еще поклевка неплохого окуня. Первый раз промахнулся он. Забросил второй раз. Тоже ударчик был. Ну вот, паузочка. И взялся. Опа. Ну, думал, покрупнее будет, но не такой сильно крупный, но сойдет. Когда не хочет клювать, и это за радость. Вот. На сексика продолжаю ловить. Вот у нас у Александра один сильно только окунек, 820 грамм. Сейчас подплыву, взвесим моих окуней. Ну что, ребята, решили сегодня пораньше уехать, поскольку не клюет. 2 часа, начало 3-го уехали пораньше. Ну, давайте посмотрим вот мой улов. Вот такие окушки. Вот 3 таких больших, тут больше кило взвешивали, там кило 0,70 что-то там, 700 с чем-то. Ну и тут там грамм под 500. Ну и вот такие небольшие окушки. Там еще отпускал. Ну и Александра там один окушок. Так что вот такой сегодняшний улов. Рыбалка трудовая, но подсушить что-то будет, ну и закоптить. На этом я свое видео заканчиваю. Пойдем сейчас собирать вещи, лодки, и будем отправляться домой. Если, друзья, данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.